Еще совсем недавно идея о том, что компания, известная по смартфонам, сможет всерьез конкурировать с крупными автопроизводителями, звучала скорее как громкий маркетинг. Но Xiaomi удивила всех намного быстрее, чем ожидали многие. Сначала реакция была примерно такой: они вообще понимают, как делать автомобили? А сейчас все чаще звучит совсем другой вопрос: подождите, а почему это выглядит настолько круто и убедительно? И вот очередное подтверждение. Xiaomi готовит к запуску свою новую высокопроизводительную модель Xiaomi YU7 GT. В насыщенном красном цвете этот кроссовер воспринимается как автомобиль с большим характером. Такой, который способен спокойно отвезти семью в путешествие, а потом внезапно напомнить, что под педалью скрываются почти 1000 лошадиных сил, а разогнаться можно до 300 км в час. Ну и GT – это не декоративные буквы на крышке багажника и не попытка добавить машине спортивного настроения маркетингом. Гран-туризмо – это отдельная философия. И в автомобильном мире за этими словами всегда стояло нечто большее, чем просто мощность. Это комфорт на высокой скорости, уверенность на длинной дистанции и ощущение, что машина одинаково уместна и на автобане, и возле дорогого отеля где-то между Мюнхеном и Миланом. Porsche так называл свои лучшие автомобили. Теперь эту философию пытается переосмыслить и Xiaomi. Xiaomi довольно четко объясняет, почему здесь используется обозначение Гран-туризмо, а не Ультра, привычная приставка для своего самого экстремального седана. Если Ультра – это история про трек, время круга и агрессивный характер, то YU7 GT задуман иначе. Сегодня это может быть трасса, завтра проселок, а послезавтра серпантин в сторону гор или долгий маршрут к морю. Идея проста – ехать далеко и при этом не выпадать из окружающего мира, а аккуратно в него вписываться. И здесь особенно интересно еще и другое. Xiaomi больше не выглядит как новичок, который просто решил удивить мир громкими цифрами или рекордами на Нюрбургринге. Xiaomi слишком серьезно подошла к созданию автомобилей. YU7 GT стал первым проектом Европейского исследовательского центра Xiaomi, открытого в Мюнхене в прошлом году. Компания собрала команду инженеров и специалистов с опытом работы в ведущих немецких брендах. Руководит проектом Рудольф Дитрих, ранее работавший над гоночными программами BMW. А еще один ветеран BMW отвечает за динамику автомобиля. Ну и сам Лэй Цзюнь прямо говорит, что при разработке автомобиля YU7 GT опирались на принципы и подходы немецкой инженерной школы. И вот здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос. В какой момент признанные производители суперкаров упустили ситуацию, где бренд смартфонов начал делать машины, от которых у людей действительно появляются мурашки? Внешне заряженный кроссовер сразу выдает свой характер. Он выглядит заметно агрессивнее стандартного YU7. Чтобы добавить машине более мускулистый облик, дизайнеры расширили передние крылья и установили выразительный передний бампер с агрессивным сплиттером. По кузову распределили сразу 10 рядов воздухозаборников, предназначенных для управления воздушным потоком на высоких скоростях, что вполне логично, учитывая мощность, скрытую под капотом. На капоте фирменный акцент – эмблема из карбона с вставками из 24-каратного золота. При этом общая стилистика передней части не потерялась, остались узнаваемые фары и тонкая LED-полоска по центру. Сбоку версия GT выглядит не менее спортивно. 21-дюймовые разноширокие многоспицевые диски, скрытые дверные ручки и яркие красные тормозные суппорты добавляют нужный контраст. Сзади акцент на аэродинамике, широкий диффузор, спойлер в форме утиного хвоста и единая полоса фонарей, растянутая по всей ширине. В итоге получился образ, который балансирует между спортом и практичностью. Кроссовер выглядит как полноценный спортивный автомобиль, но при этом не теряет семейный функционал. В версии Xiaomi YU7 GT появилась и активная система векторизации крутящего момента на задней оси. Проще говоря, тяга теперь может распределяться между левым и правым колесом в зависимости от ситуации на дороге. Доработанная система контроля тяги заранее прогнозирует возможную потерю сцепления и корректирует подачу момента еще до того, как колесо начнет буксовать. В итоге автомобиль точнее понимает, куда направлять мощность.
Это помогает лучше проходить повороты и сохранять устойчивость на высоких скоростях, особенно на трассе. Дополняет картину тормозная система. Крупные многопоршневые суппорты в связке с карбон-керамическими тормозами Brembo. Мощность этого нового кроссовера реализована через двухмоторную установку собственной разработки Xiaomi. В передней части стоит мотор на 386 сил, а задний уже выдает 604. В сумме получается около 1000 лошадиных сил. Благодаря этому разгон до 100 км в час занимает ориентировочно около 2 секунд. Максимальная скорость 300 км в час. Сейчас такими показателями уже сложно удивить в сегменте топовых электромобилей, но это все равно уровень, который относят к верхней планке производительности. Питание электромоторов обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью почти 102 кВт-часа. В официальных замерах по китайскому циклу такая конфигурация заявляет запас хода до 705 км. А благодаря 800-вольтовой архитектуре можно восполнить энергию примерно на 620 км пробега за 15 минут при использовании быстрой зарядной станции. Интерьер здесь удачно балансирует между спортивным характером и ощущением премиальности. Xiaomi представила новую цветовую гамму салона, выполненную в двухцветной красно-черной гамме, что усиливает спортивное настроение. Внимание привлекают хромированные акценты, а также логотип GT на рулевом колесе, а также вышивка GT на спортивных сиденьях и на панели перед пассажиром. В отделке используются алькантара и кожа напа. Ремни безопасности тоже сделали цветными и отдельно переработали отделочные материалы. Дерево заменили на карбоновое волокно, что добавляет интерьеру более спортивный характер. При этом общая архитектура салона осталась близка к стандартному. Во всю ширину передней панели проходит фирменный панорамный проекционный дисплей Xiaomi Hyper Vision длиной чуть больше 1 метра. А по центру расположен 16-дюймовый экран мультимедийной системы. Официальная премьера Huawei U7 GT запланирована на конец мая этого года. Тогда же, как ожидается, откроют и прием предварительных заказов. Цены пока официально не объявлены, но по данным местных СМИ ориентир составляет от 66 до 74 тысяч долларов. Если сложить вместе высокую производительность, заявленные характеристики и богатое оснащение при относительно умеренной стоимости для этого класса, картина получается довольно конкурентная. И в итоге этот кроссовер должен стать одним из ключевых инструментов в достижении амбициозной цели Xiaomi – выйти на уровень около 500 000 проданных автомобилей в год в конце этого года. Спасибо, что провели это время с нами и остались до самой последней секунды. Значит, настоящая страсть к автомобилям у нас общая. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, дальше еще интереснее. Пусть ваши колеса всегда крутятся легко, а бензин никогда не кончается в самый неожиданный момент. До новых встреч в наших видео на канале и безопасных километров на дорогах.